Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео будет обзор на зимнюю удочку, телескопическую трехсекционную от компании Akara. Моделька называется HFTC 3. Данная моделька, друзья, поставляется в двух вариантах. Есть двухсекционные, также вот трехсекционная, которая сегодня получается у нас на обзоре. Почему, друзья, выбрал именно трехсекционную, а не двух? Поскольку трехсекционная получается в транспортировочном положении, когда она собрана, занимает меньше места, чем двухсекционная. Можно спокойно поместить в рыболовный ящик. У кого вот получается уже современные ящики, есть два отсека, можно положить спокойно ее в верхний отсек. Занимает немного места, и на рыбалке, если вы берете с собой, допустим, ловите на жерлице там или удочки, там не клюет, там хотите пройти по озеру там или речке, поискать какого-нибудь некрупного хищника, можно спокойно достать ее, разложить и начать блеснить. Давайте, наверное, сейчас переместимся и подробнее посмотрим размеры удочки, тест, и посмотрим, в какой ящик он залезет, и чтобы вы уже сделали выбор свой. Если смотрите это видео, значит, вы заинтересованы в данной удочке, и надеюсь, данное видео будет вам полезно. Так что поехали. Итак, друзья, переместились мы более на крупный план. Вот получается мой рыболовный ящик. Получается, ну, возьмем его полностью габариты поверху, 37,5 получается сама крышка, но внутри, точнее, не диаметр, а размер будет немножко поменьше. Немного об этом попозже. Сейчас поговорим про сам удильничек. Удильничек, друзья, получился неплохой. Сделана вот такая ручка удобная. Руки на морозе как бы не должны мерзнуть. Очень удобный хват. По катушке немножко и по корпусу есть такие небольшие облои, как бы, ну, можно тут доработать, конечно, мог бы производитель более сделать аккуратнее. Ну и здесь вот на катушке есть небольшие такие зазубринки, но это доработаем. Получается, друзья, длина получается в сложенном состоянии нашего удильника 31 сантиметр. В разложено 55. Эта моделька трехсекционная, также бывают двухсекционные, но двухсекционная получается в транспортировочном положении будет 43 сантиметра. Это уже как бы многовато, уже, я думаю, ну не знаю, бывают ящики побольше или нет, но уже не войдет, придется где-то так возить, но я думаю, это неудобно. Я выбирал, чтобы именно в ящике лежало, не поломалось ничего. Вот. Ну а в разложенном состоянии они все 55 сантиметров, диаметр катушки 60 получается, и получается вес блеснилок, что двух, что трехсекционные, 22 грамма, материал бланка удильника с углеволокна сделано, и тест у них там одинаковый, от 2 до 8 грамм, но я думаю, и грамм 10 смело потянет. Вот. Ну, почему я выбрал, повторюсь, трехсекционку, поскольку выбирал, получается, замерил размер своего ящика внутри. У меня получается размер ящика внутри, сейчас скажу, 34, ну, даже 35 сантиметров внутри. Удильник получается у нас 31, и вот он спокойно, вот смотрите, залазит внутрь, даже вот еще есть зазор. Что это нам дает? Мы спокойно его слаживаем, приходим там на реку, на озеро, разлаживаемся и начинаем блеснить. Я как бы сильно не блесню, вот, но когда вот не клюет, почему, допустим, там не походить, не поискать, и вот так достаем с ящика вот такую компактную блеснилочку. Своих денег как бы стоит, да, но производитель мог бы немножко делать ее, ну, более аккуратнее, да, но ничего, доработаем сами. Вот, давайте, наверное, сейчас переместимся опять на крупный план. Здесь показывать больше нечего. Здесь вот, друзья, у нас дополню вот 30 метров лесочки 0,02 намотано. Сделано, получается, вот такие, покрашено в яркий цвет.
удочка идет без кивка, ловится. Даже мелкий окунь будет чувствоваться, поклевка на нем хорошо. Сделаны вот такие из проволочки колечки, чтобы продеть нашу леску. И давайте, наверное, сейчас переместимся на крупный план. Разложу, покажу, как выглядит, чтобы вы имели представление, покупать вам данный удильник или нет. Ну что, друзья, вот наша блеснилочка. Вот, видите, 31 сантиметр. Сейчас давайте разложим. Вот, разлаживается, получается, с трех секций. Перед тем, как разложим, вот здесь катушечка. Здесь сделана такая шайбочка. Удобная. Можно отрегулировать, получается, ну, как фрикцион наш, натяжение наше, как вот, если будет поклевка, чтобы, ну, как стравливала леску, насколько нам нужно. Очень удобно. Получается трехсекционка. Первая секция — это вот это считается. Вот вторая. И вот получается наша третья секция. Вот. 2.8 тест, повторюсь. Вот возьму. По видео, да, кажется, может, она такая хлюпенькая. Я тоже смотрел, но не сказать, что тут очень она мягенькая такая. Думаю, грамм 10, она написана 2.8, но до 10 грамм, я думаю, потянет смело. Окуня и щуку там до 2 килограмм, я думаю, будет тягать на нее нормально. Если что-то уже покрупнее, там балансиры, блесна, то да, уже надо будет брать что-нибудь по тесту больше, поскольку, ну, одним тестом мы не перекроем все равно. На крупную щуку там и вибы, и блесна побольше, поэтому если кто-то планирует брать одну блеснилку как универсальную, нет, такого не будет. Окуня ловить блеснилочкой, это вот. Ну а там уже и подороже они, вот. Ну вот такая, друзья, блеснилка. Ну что, друзья, давайте подведем итог. Считаю, что данная блеснилочка получилась неплохая. Отлично подойдет для ловли некрупного окуня, судака, ну и щуки. Хорошо будет работать с небольшими блеснами, балансирами. Так что, кто присматривал себе данную блеснилку, советую приобрести. Очень хорошо лежит в руке, удобно работать. И главное, что занимает мало места в ящике. Я считаю, это самое главное, поскольку, ну, хочется, чтобы на зимней рыбалке было все компактно и под рукой. Так что, друзья, если данное видео было вам полезно, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а вами, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.